Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И на повестке у нас сегодня уже 8-я серия «Стальной Алхимик. Братство». И если вам понравится просмотр, будьте добры, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Погнали! Восьмая серия. Пятая лаборатория. Пятая лаборатория. Такое же оригинальное название. Ну, начали с того, с чего вы закончили. Хорошо двигаешься для такого здоровяка, иначе скучно убивать. Ты кто? Я номер 66. Так меня прозвали на работе. Прикиньте, то есть если это номер 66, значит до этого было еще 65. Я тебя разберу на части. Просто расслабься и кричи. Понятно. Какой-то насильник 100%. Преобразовательный круг. Видимо, нехороший. Что это? Это нужно для трансмутации философского камня? Угадал. Логично. Не знаю, кто ты, малыш. Но если понял, только посмотрев на круг... Ты кто, дедуля? Я Дедуля. охраняю это место. Меня зовут 48. По крайней мере, пока. Блин, интересно, сколько их еще? И, кстати, я тебе не дедуля. Да, заметно. У меня приказ уничтожать всех, кто сюда проникнет. Не думай обо мне плохо, малыш. Базара нет? Могу сказать то же самое. Ну, Не давай, думай кто обо кого? мне плохо, когда малыш тебя победит. Так ты алхимик? Посмотрим, что здесь. Протез спас мою Резвый. жизнь. Но мой верный меч способен перерубить сталь. Понятно. Отсылка к самурайским боевикам. Стоп, стоп, стоп! Дай угадаю. Ты внутри полый, что ли? Ого, впечатляет. Я с таким же полом тренируюсь каждый день. Что? Неужели где-то есть такие, как я? Как скучно. Да, представь себе, еще один умник додумался связать душу с доспехами. Позволь представиться еще раз. О, как давай, как кто это? 48. Это мой номер в тюрьме. В жизни, точнее, когда у меня было тело, меня звали Потрошитель. Серийный убийца. Бывший ну понятно, Так ты и преступник. правда заключенный? Скажи, Видимо, казнили. заключенных в этой тюрьме использовали как сырье для философского камня? На это мне трудно ответить. А что, не видишь, как Они бы? признали мое мастерство и дали мне это тело. Поставили охранять развалины. А значит, есть печать, которая связывает душу с броней. Где там внутри? Угадал. Где? Печать кровью. Уничтожишь ее, тогда уничтожишь и меня. Она какая-то другая. Как мило с твоей стороны показать слабое место. Вообще тупо. Я не из тех, кто любит легкие победы. Раз ты такой милый, может, отпустишь меня? Я подумал, можно спросить. На всякий Ни случай. один серийный убийца не будет сидеть сложа руки и смотреть, как добыча уходит. Прощайся с жизнью. Благородный серийный убийца. Я говорил, что Алисии будет 3 года. Слушай, не до тебя сейчас. Полковник Хьюз, я на работе. Кому? Какое совпадение, я тоже на работе. Какая же она лапочка. Кто? Слушайте, хватит звонить мне, чтобы хвастаться дочерью. И по служебной линии. Боже. Только дочерью? Я и женой горжусь. Счастливый человек. Ладно, ладно. Буду слушать, как ты хвастаешься лапочкой шрамом. Мы нашли много трупов, но все настолько разложились, что идентифицировать их очень трудно. Это... понятно. В восточной части он не появлялся, и теперь многие считают, что он погиб. Судя по всему, скоро можно будет снять охрану у братьев Элриков. Их все еще охраняет майор Армстронг? Нет, его подчиненные. Броши босс. Нас обманули. Я думала, почему так тихо? Майор Армстронг сожрет нас заживо за Господи, невыполнение Он обязанностей! из вас котлеты Вот сделает. гаденыши. Нет бы заботиться о своей охране.
Пошли. Флакон должен заботиться. Куда? Разве не понятно? В 5-ю лабораторию. Да вы, ребята, опоздаете к тому моменту. Ё. Что это было? Что такое? Что у меня с плечом? А я знаю, что у него с плечом. Я увеличила долю хрома, чтобы рука медленнее ржавела. Да дело не в Поэтому этом. она стала слабее, так что даже не пытайся. Действуем быстрее, иначе мне конец. А как бы по дальности драться? Обязательно драться вот так? Он же может камень использовать. Или чтобы ему еще протез не понадобился. Ты мартышка. Это что еще? Как давно у меня не было достойной добычи. Понятно. Ты ранен и устал. Наша битва скоро закончится. А сейчас мой напарник прикончит твоего. У тебя сильный напарник? Силач. Но он все равно слабее, чем я. Тогда пофиг. Эх. В таком случае мне не о чем волноваться. Я давно с ним дерусь и ни разу не победил. Короче, Альфонс справляется от души. Все норм. Черт! Сиди тихо, бегемот, и я тебя расфасую! Кто из вас бегемот? Ты посмотри на себя. Ну вот и вскрылась. Типа тайна страшная. А где у него, интересно? Клеймо. У тебя тело. Это особая история. Слушай, давай расскажу. Ну, один серийный убийца, понятно. Хотя ты, наверное, уже слышал. Это история об одном старикашке по имени Барри. Когда-то давно в столице жил старик по имени Барри. И он любил готовить. Это типа ты? Барри обожал разделывать мясо. Но однажды ему надоело рубить свинину и говядину. Понятно, И Барри всё. начал выходить в город каждую ночь. Каннибал. И разделывать людские тела. В конце концов Барри поймали. Но к тому времени ему уже попались 20 или 30 человек. Ой-ё. И Барри, который наводил ужас на всю столицу, конечно же, отправили на Ну виселицу. это капец просто. Ясное дело. Все хорошо, что хорошо кончается. Хорошо кончается, да? Но это еще не конец. На самом деле Барри не умер. Да как Он бы ты жив умер? и сторожит одно место. Но вот тело у него забрали. Да? Норм. Да! Сейчас ты смотришь на Барри, знаменитого серийного убийцу. Барри Мясник — это я! Прости, никогда тебя не Вот слышал. я так и знал, что сейчас так скажет. Я из маленького городка на востоке. Пусть ты меня не знаешь, но при виде такого тела должна быть хоть какая-то реакция. Что-то типа «Ух!» Ты посмотри на меня. А что у тебя с телом? То же самое, что с твоим. Больно. А, я понял, тебя казнили. Ты меня удивил. Я не преступник. Тогда в чем Он дело? покончил с собой, как бы, технически. Вообще, это долгая история. Когда я потерял тело, мой брат трансмутировал мою душу. Молодец. Брат? Брат, значит. Что смешного? Ты уверен, что вы вообще родственники? Конечно, мы с ним очень разные, но... Нет-нет, я не об этом. Ты уверен, что ты не кукольный доспех, созданный так называемым братом? А так и можно? Ты вообще когда-нибудь был человеком? Конечно, был. Нет сомнений в том, что я человек по имени Альфонс Элриков. Почему ты в это веришь? Потому что у меня много воспоминаний. А если они не настоящие? А их можно создать? Уинри и бабушка меня знают. Так они тоже врут. Да, точно. Ты живым-то никогда не был. Вот козел. Тогда что с тобой? Ну, это просто. Не двигаться! Это запретная зона! Ой. Вот видишь, Вот козел. люблю рубить живых людей. Ближе. Так люблю убивать, что даже противно.
Я убиваю, следовательно, существую. Я тот, кто есть, и мне этого достаточно. Да. Ну, он его сейчас дезморализует специально. Твой брат настолько хорош? Тогда я поспешу тебя прикончить. Держись, держись, Эд. Ал, скорей! Что? Так нечестно! Честно. В драке не бывает честно и нечестно. Правильно. Особенно в такой. Что? Ты до сих пор не уничтожил мою печать? Ну, сейчас Давай скорее. Давай, Стив. Мне нужно тебя кое о чем спросить. Нашел. Философский камень? Расскажи все, что о нем знаешь. Не могу. Да ладно, побитые собаки могут только скулить. Я еще не побит, не надейся. Что, отдельно возможно, да? А почему он этого не знал? Не может быть! Там... Он пока выключилось, я заметил, что там была еще и вторая. Это... Второй знак. В доспехах что, 2 чувака? Ну, то есть 2 души. Ну, все примерно понятно. А тут просто завязался бой. 5-й лабораторию охраняют. Видимо, охраняют очень сильно. Потому что там, скажем так, доспехи привязаны к душам. А это очень сильные боевые единицы. Мы это знаем по Альфонсу. Да, и, видимо, кто-то специально создавал таких бойцов из серийных убийц, у которых нет никакой морали. И не просто какой-то морали, а просто больная психика. Тут один серийный убийца, а второй вообще каннибал. Чем-то даже напомнил этот фильм-мюзикл с Джонни Деппом, основанный на мюзикле «Суини Тодд». Демон парикмахер Уилл Стрит, если я правильно выговариваю, сейчас боюсь ошибиться. Знаете что, очень даже круто, что подобные сюжетные идеи, подобные сюжетные линии и таких персонажей вообще делают. За это я и люблю аниме. За то, что они расширяют горизонты и просто делают офигенный сюжет с помощью мультипликации. Ну, в чем просто смысл? Смысл в том, что невозможно все вот это, то, что они сейчас снимают, экранизировать за... Сколько здесь серий? 62? Ну, невозможно все это экранизировать. Это, прикиньте, сколько денег. Тут, как минимум, если уж снимать вот по-доброму, вот прямо добротно, то тут, уж извиняюсь, и DC, и бюджета для 3 аватаров не хватит. А второй этот, который Барри, он сейчас вот Альфонса не может победить, и он его дезморализует. Он увидел, что он такой уже просчитал. Вот такие гниды очень хорошо просчитывают людей. Он увидел, что он благородный, что он такой немного наивный. Это ребенок. Господи, в конце концов, он наплел такую фигню, что он сразу повелся. Он за живое задел. И сейчас вот на этом фоне он пытается выскочить. Начали. Забыл упомянуть. Тот серийный убийца-потрошитель. Это 2 Был брата. с напарником. Голова и тело отдельно? Какая грязная игра. Кто сказал, что в драке не бывает честно и нечестно? А теперь 2-й раунд, коротышка. Не зови меня так! Ты не успеешь трансмутировать. Плохо, я теряю слишком много крови. Кружится голова. Сейчас вырву. Это плохо. Очень плохо. Держись. Я умру. Умру. И что это сейчас было? Умри! Все понятно, он использовал прием шрама. Анализ разложения и Так поступал один воссоздания. подлый человек. Теперь я сделал то же самое, что он. Он остановился на Да, ты сделал, разложении. это щенок. Фу, какая гадость! Мой брат. К сожалению, мы проиграли. Сейчас скажешь, что вас, братьев, 3? Да, было бы Нет, круто. нет. Все норм. 2. Так, малыш, убей нас скорее. Ты посмотри. Не проси меня стать убийцей. Разве мы люди с такими телами? Да вообще, да. Это Если убийство я разве? решу, что вы не люди, это значит, что я не считаю человеком своего брата. Блин, круто.
Давай, давай, железная кукла! Я Вот не козёл. кукла! Мочи его! Это ты так думаешь. Может, тебя А и ты не нет, было разве? никогда. И ты никогда не жил. Ты хоть можешь доказать, что ты не железная кукла? Пардон? У тебя тоже кровавая печать. Сотри Готов. ее. Если умрешь, то ты настоящий. Если нет, то ты железная кукла. Вот козел! Я не могу этого сделать! Тогда я это сделаю за тебя. Мой брат человек. И вы тоже люди. Ты как бы... Поэтому я не хочу вас убивать. Брат? Мы воровали и убивали всю свою жизнь. И сейчас с нами впервые обошлись как с людьми. Хотя посмотри на нас с тобой. Да. Это После смерти. всё смешно. Еще как. Ну не смешно, Малыш, печально. вот тебе прощальный подарок. Я все расскажу. Те, кто делал философский камень и приказал нам охранять Это это кто? место. О! Печати, кранты. Ну понятно, Еще все. бы чуть-чуть. Все ясно. Номер 48. Нельзя говорить без разрешения. О нет, что здесь делает стальная малявка? Ой, черт, теперь с Какой ними упорный драться. мальчик. Как ты нашел это место? Брат! Брат! Все. Одному Брат! прям. Второму тоже. Сливайся, недоумок! Ты собирался убить одну из наших самых ценных жертв, ты понимаешь? Как ты ответишь за это, если помешаешь осуществить наш план? Жертв? Интересно. Кстати, а что за способности? Ну, одна понятно, что, а второй... Вы кто такие? А, Какой план? меняет обличие. Что второй. значит жертва? О нет, малявка рвется в бой. Умолкни и не называй меня малявкой! Малявка есть малявка, правда ведь, малявка? А ты чё? Не люблю драться. Когда ранят, это очень больно. Это ты выбрал драку. Давай, давай, Я давай. принимаю вызов. Второе дыхание. Похоже, у тебя поломка. Нет! Всё, Везунчик! Ну, еще как. Скажи спасибо, что рука сломалась. Тебе будет не очень больно. Это козел. Послушай меня, мальчик. Не забывай, что тебе позволили жить. Нельзя, Дайте ему чтобы прийти в парень форму. снова вмешался. А ты что там сверху? Давайте все сожжем. Ну все доказательства полностью будут сожжены. Давно хотел тебе сказать кое-что. Но очень страшно об этом говорить. А, Что это брат когда они хотел были мне в комнате. сказать? Почему страшно? Что он боится мне сказать? Вот твою Ты мать, он уверен, слишком что ты не умный. кукольный доспех, созданный так называемым братом? Ты вообще был человеком? Что случилось, кукла в доспехах? Замолчи! Я не... Давай, признайся. Тебе станет лучше. Козел. А как он Ты его? слабак, бегемот. Броши Не рос. двигаться! Сдавайся добровольно! Становится пофиг, да? немного сложнее. А, ему-то не пофиг на пули. Все, пятую лабораторию к черту. Сержант, в укрытие! А Эдворд еще внутри? Ты что? Уходи! Брат еще внутри! Что? Знаешь, что это значит? Удирай отсюда! Эй, ты! Каждый Вы сам за тоже себя. бегите отсюда! Стой! Брат! И вы тоже бегите В отсюда. укрытие, иначе ты тоже погибнешь! Да ему-то пофиг. Где он? Вот козлы. Ау, Ну, ясное дело, я они вам бы его не кое-что оставили. принес. Брат! Он потерял много крови, так что отвези его в больницу как можно скорее. На кой хрен? И он следи его? за ним повнимательнее, чтобы он даже не пытался ничего. Он очень ценный ресурс. К
Кто вы такой? А Альфонс нет? Лейтенант Росс, быстро! Сержант, дайте руку. Он же весь в крови. Потом поговорим. Бежим отсюда. Как? Он пропал. Да, исчез. Уходим! Быстрее сваливайте оттуда, потом будет придумать. Выпустите нас! Землетрясение! Ну, Хотите видимо, нас это рядом. убить? Спокойно. Там же рядом была тюрьма. Надо же. Какой приятный звук. Видимо, здесь еще и багровый. Это великолепный звук. Вибрации от него проникают глубоко в тело. Ах, какие чудесные ощущения. Нельзя разговаривать с самим собой. Ах, простите. Я вспоминал Ишварскую войну. И это всегда делает меня счастливым. Понятно. Один из госалхимиков, который покайфовал на Ишварской войне. У кое-кого там депрессуха осталась, а кое-кто ты не кайфанул. кукольный доспех, созданный так называемым братом. Все ясно. Альфонс начнет депрессовать. Из-за шрама в центральном штабе некому командовать Государственными алхимиками. О? Говорят, что полковника Мустанга вскоре переведут в столицу. Столицу? Недурно. Осторожней. Когда молодой человек идет на повышение, у него появляются враги. К этому я готов с самого начала. Один совет от того, кто попал в столицу раньше. Найдите как можно больше людей, которые вас понимают и поддерживают. То есть, женитесь. Молчать! Что? Он повесил трубку. Мне кажется, они Полковник Хьюз, шифруются. не делайте столько личных звонков. Простите. Так. Не, на самом деле, очень интересная серия. Во-первых, мне очень понравились... Вообще, вот как можно вот так грамотно строить сюжет, а? То есть, взяли двух существ, очень мало про них объяснили, но сразу мотивация стала понятна. Во-первых, один. Вот давай возьмем одного. Это братья серийные убийцы, да? Очень красиво прослеживается разница между ними и вторым. Тот был, как видимо, очень-очень-очень, ну, скажем так, очень-очень упавшие, эти двое были очень упавшие об землю и выживали как могли. Убийствами, грабежами, вот всем самым страшным, что только можно себе представить, потому что другой жизни они не знали. Второй был обычным человеком, который внезапно попробовал человеченки. И кайфанул. Очень сильно. Вот такая ситуация. И разница между ними очень ясна. У каждого была своя сила. Те двое были очень-очень такие боевитые, с примесью нежданчика, потому что их двое. А второй психологический больше боец. То есть не физически, а психологически. Он Альфонса задурил. Видимо, это дальше очень сильно повлияет. Также очень любопытно стало... Вот это была, кстати, первая встреча. Как там их? Зависть, гордыня. Кажется, зависть, гордыня или как их там? Надо бы хорошенько посмотреть. И они, видимо, Эдварда не хотят убивать, он им нужен, он им необходим. Видимо, он им необходим для какой-то алхимической трансмутации. Потому что вот если... Может, он им нужен для создания философского камня. Там же люди нужны. А про него говорят, что он жертва. Может быть, он им для этого нужен? Неужели трансмутация людей... Может быть, все дело в том, что он трансмутировал человека? Ну тогда почему Альфонс им не нужен? Короче, не знаю. Посмотрим, что будет дальше и как это будет. Очень был интересен разговор... Нам же не просто так показали разговор Хьюза с Мустангом. Просто переговаривают друг с другом про дочку. Это же не просто так показали. Мне казалось, видимо, они там по межгороду говорят, мне показалось, это какая-то шифровка. Они о чем-то переговаривают. О чем? Вот фиг его знает. Но, видимо, у них у обоих была цель попасть в столицу. Может быть, они карьеристы, которые просто хотят занять высшие должности. Может, вообще они за всем этим стоят. Хотя, сомневаюсь. Хьюз такой персонаж, ну,
Вероятно, точно нет. Но, видимо, они там что-то задумали, и они шифруются во время разговора. Вот тот ему сказал: окружи себя верными людьми. Так что женись. Бог знает, вдруг их прослушивают обоих. Ну, короче, здесь не просто заворачивается все вокруг алхимии, поиска философского камня и возвращения тел. Тут, оказывается, еще жесткие политические интриги. Тайны правительственные тайны, военные тайны. Гражданская война, которая вот большие последствия до сих пор оказывает на всю страну. Вот как это все соединится, Бог его знает. Ну что ж, это была 8-я серия Стального Алхимика Братства, и увидимся уже на 9-й серии. Надеюсь, нам хоть немножечко хоть что-то объяснят. Так что удачи и до следующего раза.